Утро задалось. Здрасте. Все-таки не уследился. Закрылся наш скиталец, зараза. Привез меня Олег, Ленкин супруг. Все, я дверь открыл, вещи закинул, машину завел, дверь закрыл. К нему повернулся, все, руки пожали, он в машину прыг. Я за ручку тык. А он уже закрылся. Ну что, тут давай по телефону туда-сюда звонить. Скрытие замков выдает только один Иркутск. В общем, ждем. Сейчас он поехал. Сейчас приедет монтажка. Будем отгибать вот там дверь сверху. И толстой проволокой пытаться нажать на этот. Ну, чтобы стеклоподъемники опустить. А в Минск приеду. Ну, пока что-то петух не клюнет, Иван не перекрестится. Гром не грянет, Иван не перекрестится. Пока жареный петух задницу не клюнет. Приеду в Минск, не пожалею денег, сделаю себе второй ключ. Потому что мало ли, это будет где-нибудь между Читой и Хабаровском произойдет. При минус 40 на улице. Ждем Олега, приедет, будем пробовать скрывать. Всем еще раз здрасте. Уже из Мана. 16 января. Город Тулун. День тяжелый, понедельник, да, день такой. С утреца Ман решил подшутить. На все про все хватило 30 секунд. Камера на холоде тут разрядилась. Это обычно я, уже в курсе, что он любит шутить на эту тему. И это, если выхожу, я всегда с ключами. Если выхожу на работающем двигателе, то выпускаю форточку. Мало ли что. Потому что уже только за этот рейс, вот он раз 10, я машину открыл, зашел, ключ в замок вставил, только слышу щелк-щелк, замки чик, закрылись. А здесь что-то, вчера баня, ужин, сегодня без завтрака, дышать не могу. Такой на расслабоне весь приехал. Меня ее супруг Олег привез. Она там повезла детей в стоматологию. Все, подъехали. Я говорю, я вещи закинул. Машину открыл, завел. Пока буду разлаживаться. Потому что в кабине-то холодно. Автономку включил. Стояла одна тут на стоянке. Тут дубак. Пускай прогревает все. Все, дверка и класс, поворачиваюсь. Все, пока-пока. Спасибо. До свидания. Вот машину, я за ручку класс. Здравствуйте, я ваша тетя. 30 секунд на это все хватило. Ну что, позвонил, говорю, тут. Попытался, что-то погуглил. Понаходить каких-то по вскрытию замков. Иркутск, Братск. А здесь нету ничего. А Олег поехал, он там еще старшую дочку в эту школу отвезти. Говорит, потом созвонились, говорит, заехал в один сервис, во второй. Нету тут таких специалистов. Сейчас, говорит, приеду. В общем, держите бесплатный лайфхак по вскрытию Мана. Лето вам понадобится. Лестница, фомка, монтажка. Какой-то, в нашем случае была маленькая еще монтажечка, чтобы с топорочек. И где-то такой кусок толстой жесткой проволоки. Отогнули вот здесь. Я просто боюсь, что сейчас камера не сработает. Если без шнурка. Отогнули вот здесь дверь, ставили стопорочек, чтобы она не закрывалась. Аккуратненько это все, без фанатизма. Просунули проволоку и нажать вот сюда. Вот это закрывание, вот это открывание. Все, я вот сюда проволочкой тыкнул. Все, и Ман открылся. 10 минут делов.
Так что бесплатный лайфхак. Не надо не вскрывать ни люки, потому что люк ты не вскроешь. Ты его только можешь выломать живьем. Соответственно, бомболюк. Через бомболюк, по идее, можно залезть, его вычистить, потом приподнять эту там. Это, во-первых, надо немножко габариты, чтобы были поменьше. Мои 100 килограмм там могут и не пролезть. Они не могут, они там и не пролезут, например. А так вот, говорю, вот здесь отогнул, проволочку просунул, на кнопочку нажал, ман открылся. Время 10:43. Ну, пока он съездил, как бы отсюда-то, от этой стоянки живет далеко, мы сюда приехали где-то в 10:30. Сейчас 10:30. Вот. 2 часа немножко это потерял. Так что заводимся и gute Fahren. Уехал, и хорош стоять. Под Канском надо быть, а мы еще никак с Тулуна не выедем. В силу независящих от меня обстоятельств. Ну как независящих? Зависящих. Косяк-то мой. Однозначно мой. Знаю же, что закрывается. Ну а здесь на радостях такой весь довольный после вчерашнего-то релакса. Счастливый, как удав. Ой. Намытый, напаренный, накормленный. В общем. Ну да ладно. Что у нас тут в Тулуне? В Тулуне у нас ветер. Пока снега нет. Снег шел ночью. Мело. Ветер, тепло. Дорога скользкая. Накат. Полей, с лугов наметает. Ехать будет, должно быть, неинтересно. Я говорю, Олег, все, говорю, готовься, скоро, говорю, можно бросать водителям. Сейчас мы, говорю, тебе рекламу дадим. Будешь это... специалистом по вскрытию замков Иркутская область. А он приехал совсем каким можно оборудование. У меня же ничего нету, все же в машине. Все монтировки мои, все. Все монтировки привез, проволоку, ключи, говорит, я даже, говорит, дрель привез. Если что, говорит, просверлим, потом заклепаем. Ну так, в шутку. Красавчик. Ну а если реально, если у кого-то вдруг, не дай бог, возникнут какие-то проблемы здесь в Тулуне, обращайтесь. Пишите мне лично, поможем, я свяжусь с Олегом, и если сможем, то он поможет. Человек безотказный, добрейшей души. Так, мало ли, кому-то пригодится. Ситуации разные жизненные бывают. Красноярск, Красноярск. Не знаю теперь уже, доедем мы сегодня до Красноярска, не доедем. Куда доедем, туда доедем. 30 метров поверните направо. В городе-то все посыпано, сейчас как за городом. Сейчас посмотрим. Тут-то тоже далеко не равнина. Равнина начнется после Новосибирска. До него еще минимум 2 дня пути. Ветрище. Ну что, расход я вчера уронил на 0,3, 34,7 от Култука до Тулуна. Но с таким ветром, который мне дует в харю, то вы смотрите, чтобы он не поднялся, а не то, что не уронился.
первым 100 километрам. Там, где леса нет, где открытое пространство, там довольно-таки скользко. Довольно-таки сильно скользко. Где лес, ехать в принципе можно. Подъемы вроде посыпаны. Не все, но критичного ничего нет. Но скользко. Погода как в феврале такая вот. И просто вот здесь в лесу так не видно. А так такие переметы бывают, влетаешь там. Не детские. Хорошо, ну ветрище сумасшедший. Сумасшедший ветер. А впереди по прогнозам опять морозы. Где повороты дороги, конечно, надо учитывать этот момент, что дорога накатанная, скользкая, чтобы, не дай бог, не сорвала. На расслабоне, в общем, не поедешь. Сейчас уже в Нижнеудинск зайдем. Скоро. You are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. When we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. Sweet delight, you are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day.
здесь пытаться. Надо выбирать прямой участок, потому что на поворотах тут особо не пошалишь. Дорога с поворотами тут. Лучше этого, конечно, не делать, мне так кажется. Выжидать прямой, ровный, без поворотов, чтобы можно было аккуратно выйти на встречку и также аккуратно с нее вернуться. Oh man, you need some headphones, bro. You know I said yes. You know I said yes. Oh man, you need some headphones, bro. You know I said yes. 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 Oh man, you need some headphones, bro. You know I said yes. You know I said yes. Ветер, я думаю, вам слышен какой, да и видно все. Представляю, как сейчас человеку весело ехать одной головой. Тут с прицепом-то идешь. Так, вы меня, конечно, простите. Но не такой уж он тут сейчас и знает.
посадит, я буду шлифовать на подъем. Тут 18,5, все развесовано, раскидано по прицепу, шикарно. И то майка мокрая. Я представляю, каково ему тягачом там. Хоть на коньках катайся вообще. Конькобежным спортом можно заниматься на дальние дистанции. Тулун там, куда мы тут? Что у нас следующее? Тайшет, например. Тулун, Тайшет. Забег. Майку можно выкручивать, честное слово. Ехать весело. Знаменитый подъем поживает. Ну, в общем-то, покрытие особо не изменилось. Как сюда заехал, в Красноярский край. Так. Примерно то же самое. Но самая такая вот жесть была, это, конечно, Тайшета. Здесь уже от Тайшета сюда к краю уже получше. Ну и тут. Ну, так же, как от Тайшета сюда. Надо сейчас будет в Ингаше зарулить. Майку выжать. Заодно и сходим сейчас. Перекусим. Он говорит, так разнервничался, что аж кушать не хочет. А тут так слегка перенервничал, что аж кушать захотел. Что-то в гаишниках много, какая-то операция, наверное, здесь. Здесь Тайшетский район, 4 машинки по Тайшетскому району встретил. Участвуют на въезде в Тинах, тоже встретил. И на посту меня в этом остановили, в Тайшете. Документы проверяли. Так, вот он, Циминский подъем. Ну, вернее, у нас-то будет спуск. Там тоже подъем, но у нас спуск с поворотом. Отсыпан, хорошо все. А, нифига. Не очень, наверное, хорошо. Висят, что ли, или там КДМ-ка работает, или что? Что-то стоят, пока не едут. Партиями пропускают. И с той стороны стоят тоже. А, вон КДМ-очка внизу, вон видна, работает. Я тоже раз стоял с той стороны. Там он что-то кто-то внизу на мостике стоит, прилип, что ли. А, назад сдает, не поднялся. Я понял. Вольво. Кто-то вот видите, шлифовал здесь. Он-то весь засыпан. Грейдеры бегают, пока не пускают, в общем. Не идут люди с той стороны. Грейдера работают. Он веселый подъем этот, веселый. Когда тут не подняться очень даже просто. Что, видно, вот у Вольво и не получилось сделать. Будет сдавать назад. Карголайн.
зима. Это зима. О, переезд закрыли. Цены стоят. Сейчас взял специально то же самое, что брал в Култуке. Солянка, чай черный, 2 кусочка хлеба и там был чебурек, тут пирожок. Разница в 200 рублей. Нормально, да? И воды налили бесплатно в кофе. А что, говорит, деньги требуют? Я говорю, да. Ну, у меня за это деньги не требовали. А вот Ленкин муж Олег говорит, людей в карьер-то не в карьер, в этот на вахту возит. Говорит, да, говорит, заезжаешь, говорит, все, говорит, давай доплачивай в кафе. Вот. Что, ман, забелился ты маленько, да? О, за автобусом приехали. Видите, автобус в аварию попал. Разбитый. Да скользко, скользко. Впереди тоже все скользко. Наш тоже вот сейчас, вот наша машинка там стояла, я заезжал, подходил, поздоровались. Говорит, это 2 дня, говорит, с Новосибирска до Красноярска ехал. Говорю, ну давай там аккуратно. Тоже, говорит, загружен плохо. 7,5 на ведущую. Говорю, давай там аккуратнее. Не знаю, как он там будет ехать, конечно. Я и то шлифовал. Ну что ты, шутник? Будешь делать шашлык из этого невеста, не забудь пригласить. Шутник, а, шутник? Круто ты меня сегодня. Я знаю за что. Я когда подъезжал, говорю, Олег спрашивает, где твоя машина? Я говорю, а вон стоит. Чудо немецкого автопрома. Обиделся на меня. Он на меня отомстил. Красавчик. Давай, ладно. Я пошутил. Я ж любя. Поэтому... Поехали. Сейчас, возможно, и мы на том переезде прилипнем. Думал вам объездную поехать показать. Ну, что-то тут сказали, что там висят пацаны на объездной, где асфальт заканчивается. Гаишников нет здесь. Вроде как дальше сказали стоят. Ну ладно, поехали. Используйте дорогу. Колечко сказали там собирается, поэтому поехали через город. Ехать там висеть на объездной, что-то у меня нет никакого желания. В другой раз посмотрим. Честно хотел по объездной поехать. Вот честное слово. Вот как раз с моста спускался, по рации сказали, что на объездной колейка собралась. Кто-то там куда-то не может заехать. Ну там как асфальт заканчивается, здесь в лесочке, там подъемчик начинается. Там небольшой, но есть. Тут сам Бог велел ехать через город. Минут заняло сие мероприятие, объезд города через центр. Ну, сейчас как раз время 10 минут 6, так немножко машинки. На паре светофорчиков пришлось чуть-чуть притормозить. Сколько там времени? Чего, УАЗик пропустим? Сколько там времени займет на объездной? Пропуска нет, говорит. Как я понял, там по одному едут. Ну что, может, по своей полосе подняться не могут. По встречке, в общем. Ну, объездную за
оценим в следующий раз. Не думаю, не сильно там что-то поменялось. Как была. Ну, сейчас зимой-то она получше. В плане того, что там в любом случае эти ямки, они поукатаны. Что Канск почти взят. Ну, а там дальше что? Сейчас у нас уже все равно стемнеет. А время уже 6 час. Куда мы сегодня поедем? Не знаю, надо с Лехой списаться. Где он там, что он там. Покубатурим. После Канска. Вы превышаете допустимую скорость. Через 300 метров поверните направо. Переездом тут накатано, да? И после переезда. Ой. Тут, наверное, накатано. Не кубик? Нет, не кубик. Через 30 метров поверните направо. Приказание Маши выполнено. Едем. Ну, здравствуйте. С наступающим. Крещение. Крещение. Мне казалось, что это закончится, но праздник. Да маленько осталось что-то. Да, 19, потом 23. Шоколадку будешь? Нет, Почему? не знаю. Банан. Нет, Кофе. я взял уже все. Я взял, сейчас тебя провожу, да. Поезжать-то. Сейчас тут сухо до этого. Красноярск сухой весь. А там вот за Емельянова, блядь, начнется. А я туда сегодня не поеду. Ну вот я туда, это до Востока доеду и там останусь. Ну, Емельянова тут вот за краем. Да это фигня. Ну и что, чем ты открыл сегодня эту немецкую машину? Проволокой? Ну это... Как получилось? Я Широксистер-то заехал, а там баня натоплена, межбассейн есть. Всё. Я там 1,5 часа там релаксировал в бане в бассейн, знаешь, такой весь. Потом поляну накрыло, все. Спать вся дома уложила. Утром опять завтраком накормить. Я такой весь, знаешь, на своем. Я же всю дорогу еду с ключами выхожу. Он уже Вот я всегда, так И сказать. я всегда. Если машина работает, я либо дверь не закрываю, либо форточку откуда спускаю. И мы еще едем, но она там повезла малых, это, ну, зубы лечить. А меня этот Олег муж ее везет. Ну как там, и едем там пиздим, это, машина заведется, там подогрев какой-то есть. Какой-то подогрев, какой тут моржу, приедем с полоборота заведется. Я не хотел ее заводить. Ну, приеду, печку включу, она же стояла так. Пока я тут буду раскладываться, все же постирал, там постельное, все, и ну, разогреется. А тут мы подъезжаем, когда подъезжаем, я говорю: о, где твоя машина? Я говорю: а вон, говорю, чудо немецкого автопрома стоит. Ну, услышал, засранец. Я же любя. Все, подъехали. Ну, я пим-пим, дверку открыл, ключ, кнопочку тыков, ну, ключ, бум, о, говорю, видишь? Ну, У тебя один ключ получается. да, второго нет. Ну и все, это повесил. Там шмотки закинул, дверку закрыл, к нему поворачиваюсь. Ну все, ладно, он говорит, поеду я. Ну все, давай, 30 секунд, Лёх. Он пошел садиться в машину, я поворачиваюсь. Вот! Я, подожди, говорю. Все, говорю, закрылся, машина работает. Ну и что, хер его знает. Я там, а он дочку там еще старшую посадил, ну, в школу повез. Я говорю: есть у вас тут эти, говорю, специалисты, говорю, которые взламывают, говорю, все, что можно и все, что нельзя. Говорит: да нету ни хера тут у нас этой деревни в этом Тулуне. Короче, ну он там поехал,
А я тут давай-то телефон там гуглить там кого-нибудь. Подпрыгивают. А я что? Они за мной приехали, я маечка, курточка. Хорошо, хоть шапка была. Все тут до машины-то выпрыгнуть, понимаешь? Прыгал. Короче, я Иркутска, пожалуйста. Братск еще есть. А этот, у Луна нету ни хера. Я и наверх залез. У меня талюк такой. Ну, Попробовал потянуть. Блин, ну что делать? Ну все, что я сделал, я только выломаю его. ну да. Бомболюк не вариант ни с моим весом. Даже если его выломать тут, я еще думаю, а если я опустил сидушку, то я уже его потом, как бы я там не пытался, я этот спальник не подыму. Знаешь, так это, сильной паники не было, но было легкое беспокойство. Короче, Пипец. тут он звонит, говорит, я, говорит, 2 сервиса какие-то заехал, ну, эти там все, знаешь же, куда ехать. Нету, говорит, ну, нет таких у нас специалистов. А какой-то уксус подъехал туда на стоянку. Я к нему подошел, говорю, это, да вот я, да, знаю там кого-то, ну, их, короче, он уехал. Я думаю, он сейчас, он сказал, что он вернется. Говорит, приедет, думаю, поехали искать кого-нибудь. Что-то ж надо делать. Я думаю, ладно, в крайнем случае, оставлю Хаймалу, клинки, поеду домой, мне такая разница. А он говорит, ну сейчас, говорит, привезу монтажку туда-сюда, говорит, попробуем так вскрыть. Ну, а у меня что тоже все здесь. Он приехал вообще, даже дрель привез. В случае, говорит, что здесь высверлим, потом заклепаем. Ну что, я поставил лестницу, засадил сюда, там аккуратненько отогнул монтировочкой. Вторая там такая маленькая фумочка была, я их вставил. Еще чуть-чуть отогнул, вставил. Пошли, нашли там кусок вот такой толстой проволоки, такой жесткой. Все, а тут же вот они, 2 кнопки, блин, закрывания. Чин-чин. Я говорю, дерни, а он стоит, меня страхует снизу. Все, 10 минут. Ну, правда, перед этим я 2 часа вокруг этой машины. Надо меньше Да, пить. это естественно, нахуй. Я это... Сейчас главное Мишу не пролететь. Кафе его. А тут опять такая пурга. Вчерашний вечер повторяется. Снег валит, метет, ветрище сумасшедший. Ехал бы пустой, так совсем бы себя некомфортно чувствовал. Хороший лед, хороший порыв ветра и может запросто сдуть. Меня сдувало в Казахстане. Ну там, правда, все удачно получилось. Зацепился правой стороной все-таки за обочину. И это... Ну, и удержал машину. То есть в степь не пришлось ехать. И это все происходило на скорости, там, может, километров 25 в час. Там просто был... Как будто ты вот на реку выехал и по льду едешь. Просто каток. Там быстрее ехать было невозможно. Там, не помню, по-моему, до Карабулака тогда тянул. Или Карабутака. Чуть-чуть оставалось. Все, вроде еду прямо, потом раз, смотрю, нифига, уже не прямо еду. Держу руль прямо, она едет под углом 45 градусов в Скане. Зацепилась, а потом, наверное, вообще километров 10 в час ехал. Чтоб добраться. Так это вообще элементарно, Ватсон. С Лехой посидели, там полчасика поболтали. Он остался там ночевать. А я говорю, поеду до Миши доеду. Время без 5:10. Вот где-то вот должно быть его харчевня. Главное мимо не просвистеть. А тут все равно все снегом заметено. С этой стороны там сплошную и не видно. Да не такая уж она и сплошная. Когда кушать и спать хочется. Дуло вот до Красноярска дуло. И объездная Красноярска вообще сухая была. Сильный ветер. Ну, он всю дорогу сейчас сильный. Что у нас по расходу? Ну, 34,5. Всего лишь пол-литра урожая.
вот где-то здесь. А здесь вот еще за край, только за край зашел, за Емельянова зашел, и все. И еще и снег повалил, вообще не понимаю. Вот тут уже аэропорт как раз, вот, в такую погоду вообще самолеты там летают? Наверное, нет. Когда такие порывы ветра, куда он полетит-то? Лех на Благовещен загружен. Домой, говорит, там ты вот туда-сюда, там сутки дома, и дальше пошагаю на Владик, ой, на восток. Так, и нам остается отсюда сейчас 2315. Сегодня у нас понедельник. Все будет зависеть от того, как мы завтра проедем оставшийся гористый участок. Если такая вот хрень будет, там нужно и это на горках и подвиснуть. Вот, вроде бы вот фонари вижу. На улице минус 8 сейчас. Да, это здесь. Километраж озвучивал, а сам не помню нифига. Так, сзади никого. Сейчас мы встречки пропустим. Ага. И занырнем. Так вот занырнем. Сейчас там вот задом сюда вот рядом со Сканией затолкаю. Пойдем поужинаем и баиньки. Хорош на сегодня. Горочку. Нормально идет. Было завтра удобнее выезжать. Передом можно тоже было загнать, но тогда завтра было бы фигово. Ух, ничего себе. С первого раза попал. Длинный, да? 16-метровый, да. Вот и все на сегодня. Не знаю, хозяин есть, нету. Сейчас пойдем проверим. Все, так, точки. Закрываемся. Автономку, грушим машину, зашториваемся сразу. Можем Машку спать. Пошли ужинать и баньки.